Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас спецвыпуск. Будем рассматривать и агрогороскопы, и важные дела, которые нужно будет совершить в период с 24 по 27 ноября 2022 года. Это захватывающее время новолуния, а также начало первой фазы Луны. Но давайте более подробно рассмотрим все эти вопросы. Рассмотрим в первую очередь 2 дня. Это у нас четверг и пятница, 24 и 25 ноября 2022 года. Кстати, время киевское. И это дни новолуния и гекаты. Поэтому в эти дни мы ничего не сеем, не занимаемся рассадой, посадкой, пересадкой, перевалкой. Практически нельзя пользоваться никакими делами на земле, с растениями, семенами. Поэтому здесь у нас выходные. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и болезней. Это будет хорошо. Поливы и подпорки в этот период не проводим из-за того, что это знак Стрелец. И в Стрельце растения не воспринимают воду, а подкормки опасны для растений. В саду очень хорошо проводить обрезки, зеленые операции, это теплые страны, а также в этот период хорошо заниматься укрытием растений. Зеленые операции, сбор урожая – прекрасное время, хотя новолуние заготовки тоже очень хорошо в Стрельце. Квашение капусты не делаем, настойки также не готовим. Ну и собирать лекарственные травы в дни новолуния и черной луны не рекомендуется. Рыбалка в это время в Стрельце очень плохо проходит, безуспешно, поэтому лучше перенесите эту важную работу, так называемую в кавычках, для отдыха, на более поздний период. И мы об этом периоде чуть-чуть позже будем говорить. Остаются у нас комнатные овощи, для них тоже актуальна защита от вредителей и от болезней. А сейчас, прежде чем мы рассмотрим все дела агрогороскопа на 26 и 27 ноября 2022 года, буквально небольшая информация, но очень важная информация. Итак, 26 и 27 ноября – это уникальные дни, ведь это время начала первой фазы Луны, стихия которой – Земля. 26 ноября, в первые дни начала фазы Луны, Земля дарит эмоциональное равновесие каждому человеку, кто связан с ней. Поэтому лучше всего в этот период, естественно, хорошая, если погода хорошая, даже в плохую погоду, найдите момент, чтобы находиться в равновесии с растениями, которые находятся в вашем доме. Ну а если хорошая погода, то лучше всего находиться на природе и соприкасаться с телом матушки Земли. Как же хорошо, что 26 и 27 ноября начало первой фазы Луны совпадает с нахождением Луны в знаке Козерог, в знаке снова же стихии Земли. В теплых регионах, да и в северных регионах отличное время для трудов на грядках, в саду. Там, где тепло, будут успешными посадки озимого лука и чеснока. Там, где установилась зима, отличное время для подзимних посевов корнеплодных овощей, кстати, и для вершков. А цветоводы могут смело сеять семена эустомы на рассаду. Растения будут крепкими, да, будут долго всходить, но зато потом будут растения делить с вами свою радость на земле и будут радовать вас своим цветением. Ну а те, кто собираются выращивать овощи в доме, в обогреваемых теплицах, а также в теплых странах, смело сейте семена овощных растений и вершков, и корешков. Уникальные дни. Уникальные космические энергии помогут получить здоровую рассаду и хороший урожай.
А теперь вернемся к самому агрогороскопу. Здесь у нас первый пункт – посевы. И еще раз напоминаю, что посевы вершков и корешков для любых регионов актуальны. Ну а для тех, кто не высаживал еще озимые лук и чеснок, в том числе и мы, как раз очень хорошая уже наконец-то погода и установились достаточно хорошие температуры для посадки у нас на юге Украины, для посадки лука и чеснока. Можно высаживать. Ну и сейте семена эустомы на рассаду. Северяне, те, кто спрашивал, можно высевать семена корнеплодных овощей, а также и других овощей есть, я знаю, те, кто высевают зимние, делают посевы и вершков. Сейте. Следующий важный пункт – это рассада. Любые виды работы с рассадой в Козероге, на растущей луне в первой фазе – замечательное время. Это и посадка, и перевалка, и пересадка. Можете в это время пересаживать комнатные растения. Все получится очень хорошо. Для цветов, напоминаю, это посев семян эустомы на рассаду. Кстати, те, кто приобретают на распродажах вот в горшках хризантему, тоже очень хорошо делать пересадку в другие горшки, освобождать с помощью водички корни от торфа и высаживать в горшки уже в садовую землю для того, чтобы растения потом сохранить в зимний период и весной начинать движение к созданию прекрасного хризантемового рая у вашего дома. Следующий важный момент – это комнатные растения. Все это мы рассматриваем 26 и 27 ноября 2022 года. Для комнатных растений наконец-то начинается время для подкормок. Но позади новолуние, поэтому 30% от того, что рекомендуется по инструкции. И очень эффективны сейчас поливы. Используйте это время. Но поливы, прошу обратить внимание, 26-го все 24 часа, а 27-го постарайтесь полить до 21 часа 30 минут. Затем в начале суток, следующих 28-го, начинается период знака стихии воздуха, дыхание растений. Поэтому не переливайте, а вот постарайтесь до периода 21:30 завершить эту важную работу по влагозарядке почвы. Ну и подкормочки, пожалуйста, напоминаю, 30%, и 26 и 27, но 27 до 21 часа 30 минут проведите эту работу. Сад – очень важный момент. Многие приобрели, уже получили посылки с саженцами. Абсолютно все растения. Садовые растения, декоративные, еловые, розы, все, что вы писали мне и спрашивали, вот эти все саженцы, которые вы сохранили, кто-то в торфе, кто-то в кокосовом субстрате и так далее, вот это очень хорошее время для любого региона высаживать в емкости, в горшки. Ну а затем сохранить зимой в погребе и весной, уже когда будет благоприятное время, выносить на улицу, закалять растения. А в течение уже сезона можно, кстати, в течение всего лета, когда растение уже нормально начнет вегетацию, земля нагреется, можно будет пересаживать в почву, в открытый грунт. Поэтому, напоминаю, саженцы, посадка саженцев 2 дня – уникальное время. Также в это время можно заниматься обрезкой сада, а также нарезкой черенков для весенних прививок, а также для того, чтобы укоренять вот эти череночки. Тоже весенний период. Так что постарайтесь спланировать все работы в эти дни, чтобы успеть все сделать. Делайте все заранее, заготовки, и тогда все получается хорошо. Что касается зеленых операций, эти 2 дня – прекрасное время. Собирайте урожай там, где он есть. Делайте различные заготовки – прекрасное время. И вот эти 2 долгожданных дня, когда можно наконец-то заняться квашением капусты, и она получится очень вкусной и будет хорошо храниться. И это вот 26 и 27 ноября. Настойки в это время получаются очень хорошие. Собирайте лекарственные травы, жители теплых стран.
И для рыбалки тоже неплохо. Знаем по информации от наших друзей, в Козероге и только-только новолуние позади можно даже очень хорошо наловить рыбы. Но снова же все зависит от погоды и удачи рыбака. И комнатные овощи, завершаем вот этот обзор. Комнатные овощи – это поливы, подкормочки очень актуальны. Долго растения находились без внимания, в стрельце не воспринималась вода, и сейчас поливайте растения, а подкормки, как и для всех растений, 30% от того, что рекомендует инструкция. Также вы можете заняться посевами семян на рассаду. Многие спрашивали, и мы отвечаем, да, можете огурцы, помидоры, все, что вы выращиваете на подоконниках, в теплых лоджиях и так далее, сейте и на рассаду, и все очень хорошо получится. Да, не очень быстро будут всходы, но зато какие-то коренастые и здоровые растения получатся, и затем будет очень хороший урожай. Продолжаем наш спецвыпуск, и сейчас рассмотрим рубрику «Луна для дома, для здоровья» с 24 по 27 ноября 2022 года. Ну и, как всегда, мы рассмотрим в первую очередь энергии. Какие же энергии в этот период очень важны, на что нужно обратить внимание. Ну и напоминаю, 24-го это новолуние. Ну и дни Гекаты очень, это у нас будет 25-го и ночь на 26-е. Очень сложный период 24 и 25. В новолуние организм всегда испытывает наибольший упадок сил вот за весь лунный месяц. 2 дня после момента точной фазы новолуния человек находится еще на спаде жизненной активности и наиболее подвержен негативным мыслям и ослаблению иммунитета. Будьте внимательны, обратите внимание вот на эти факты и подсказки. И в этот период, кроме новолуния, мы в данном случае сейчас рассмотрим очень важные дни 24 и 25. В этот период обозреваемый продолжаются негативные энергии Тау-квадрата Луна, Марс, Нептун. Меркурий будет находиться в оппозиции к Марсу, Марс ретроградный. Очень много интересных космических событий будет происходить с 24 по 27, поэтому новых дел не начинаем. Только вот 26-27, если это дело не связано с металлом, и вот нужно срочно, тогда 26-27 можно использовать. Для покупок, если у вас новолуние Геката 24 и 25, это уже известно, все знают, что покупки крупных каких-то дорогостоящих товаров нельзя в это время проводить. А вот 26-27 есть у меня много вопросов, связанных, когда можно что-то купить. Сразу же скажу, ретроградный Марс. И поэтому никаких покупок, связанных с металлами, то есть если там есть запчасти какие-то, или же там в этом товаре есть металлические детали, это опасно для будущего, потому что при Марсе ретроградном будут сбои, будет плохо работать эта техника, которую вы покупаете и так далее. Негатив вам обеспечен от этой покупки. Поэтому, если есть металлические части в товаре, не покупайте. Да, сложно до Нового года, да, до 13-го даже. И это будет ретроградный Марс 12 января, затем будет ретроградный Меркурий. Нужно будет подождать. Но подождем, и тогда уже капитально подготовимся к этому моменту и уже сделаем хорошую, качественную покупку, которая будет нам служить долго и будет приносить удовольствие. Это что касается начала дел и покупок. Теперь рассмотрим важные дела в нашем доме и с нашим телом. 24 и 25 в Стрельце прекрасно горит печка. Даже если какой-то циклон, то все равно быстро зажигаются дрова, и здесь проблем нету. Что касается нашего тела.
Начнем с наших волос. Стричь волосы в новолуние не рекомендуется. Стричь ногти тоже в этот период нельзя. Покраска волос в Стрельце тоже откажитесь от этого дела. А вот мыть волосы можно 24 и 25. Да, вот очень важная подсказка. Баня, сауна – это то, что вы мне написали и попросили, чтобы дополнить еще одну рубрику, вот этот наш раздел. Поэтому смотрите, что очень важно напомнить. 24 и 25 ноября, это новолуние и Геката, организм в это время освобождается от груза, накопленного в течение месяца. И организм очищается и готовится начинать новую жизнь, новый цикл, новый лунный месяц. Поэтому в этот период лишняя пища может помешать очищению. И после новолуния, то есть когда начнется первая фаза, благоприятно будет начинать уже тогда оздоровительный цикл. Но вот 24-25, пожалуйста, баня, сауна – очень хороший период. Теперь идем дальше. Уход за кожей. Казалось бы, очень хороший период, но в Стрельце, знак Стрельца, в этот период знак стихии огня не воспринимает клеточки никаких влажных компонентов и питательных масок. И просто бесполезно их использовать, поэтому мы не проводим никаких вот этих нанесений на кожу питательных масок. Очистка кожи у нас уже завершился этот период и будет на растущей луне не использоваться. А вот очищение организма в эти 2 дня очень хороший период. Снова же связано вот с тем, что новолуние и Геката можно очищение организма провести вот эти 2 дня. Рукоделие в новолуние, да еще в Стрелец, не будет иметь хорошего результата, не занимаемся этим делом. А вот с тестом нужно будет увеличить количество жидкости или уменьшить количество муки. По рецепту имею в виду. Стирка в это время некачественная, а уборка текущая. Кто-то мне написал, а что же не убирать? Да, после себя нужно убрать или на столе, или помыть посуду. Но вот генеральную уборку не проводите. А вот что касается ремонта, да, в это время организм очень ослаблен. И если вам, допустим, надо что-то подкрасить, подбелить, заделать какие-то щели, вот можно в это время встретиться. А теперь рассмотрим еще 2 важных дня, на которые можно планировать много дел. Не только в огороде, в саду, с растениями комнатными, но и со своим телом. Смотрите, что очень важно. Напомню про печку, что возможен дым в это время. Будьте внимательны. Что теперь касается нашего тела? Можно стричь волосы, можно стричь ногти 26-27. Красить волосы можно, особенно если нужно покрасить корни. Прекрасно получается. Мыть волосы в это время хорошо. Вот уже время сауны и бани это не подходит. Уход за кожей. Вот этот период подходит для питательных масок, для волос, а также для любой части тела. Это очень хороший период. Очищение кожи у нас завершилось. Уход за кожей, да, у нас есть. И очистка кожи у нас завершился период перед самим новолунием. Очищение организма в это время не проводим. Мы хорошо это сделали уже 24-25. В этот период все. И рукоделие. Вот это прекрасный период, когда в Козероге прекрасные вещи получаются. Да еще и растущая луна, первая фаза. Ой, такие красивые вещи получаются. Будьте внимательны, используйте эти дни Козерога для творческих дел. Для теста норма. Для стирки хорошее время, выстирывается хорошо. Уборка очень хорошо проходит в этот период. Для ремонта и для проветривания вещей это время очень неблагоприятное. А теперь уделим больше внимания нашему здоровью. 24 и 25, напоминаю, Луна в Стрельце. И это время новолуния, время Гекаты. Организм ослаблен. Требуется ровный психологический фон. Нужна пища высококалорийная. А теперь посмотрим, что же в этот период
период наиболее уязвима. А уязвима в первую очередь печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Будьте осторожны с алкоголем, с копченостями, жирными продуктами и приемом лекарств. При Луне в Стрельце нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери, а также нельзя проводить в это время ортопедические операции. Будьте внимательны, обостряются в этот период болезни цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Также опасны бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Но что можно в этот период делать? Это новолуние, это дни Гекаты. Можно в этот период лечить органы дыхания, лечите ангину, бронхиты, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, а также мигрени, гипер- и гипотонии, и щитовидную и вилочковую железы. И в этот период очень хорошо проводить исследования различных органов с помощью флюорографии. Она меньше всего вредна в этот период для нашего организма. Идем дальше. 26 и 27 ноября 2022 года уже растущая Луна будет находиться в знаке Козерог. А в это время уязвимы желчный пузырь, скелет, костная система, все кости, суставы, сухожилия и особенно колени. При Луне в Козероге нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге. Нельзя удалять зубы. Отложите поход к стоматологу. Внимание! Очень уязвимы кости в Козероге и велика опасность переломов. Также в этот период обостряются радикулиты, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Можно проводить в это время все-таки уже какие-то операции. И эти операции можно проводить на легких, на желудке. Также эффективно лечение астмы, заболевания дыхательных путей, диабета, гастрита, гастроэнтерита, болезней желудка, язвы и двенадцатиперстной кишки. А вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Надеемся, он был полезен для вас. Его подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Примите от нас наилучшие пожелания и будьте все здоровы, хорошего вам настроения, тепла, уюта в ваших домах. И самое главное, всем желаем каждый миг своей жизни. Мира вам и добра. Пока-пока.